Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко, и сегодня мы с вами вернулись в этот шикарнейший курортный поселочек Орджоникидзе. Сегодня пройдемся по его набережной, покажу вам море и посмотрим, что здесь творится уже в конце сентября, да, друзья? Сентябрь подходит к концу, скоро начнется октябрь, настоящая уже осень, людей намного меньше. Те, кто отдыхали в этом году в Орджоникидзе, напишите, как вам отдых. Ну и, конечно же, посмотрите этот видеоролик, сравните его с тем, что здесь было летом. Летом я здесь, друзья, тоже приезжал, снимал, пляжи были забитые. Пляжи, кстати, мне здесь очень нравятся, они песчаные, особенно если пройти в ту сторону, за горку, там вообще шикарный дикий пляж был. Ну, давайте пойдем смотреть, что здесь происходит. Возможно, встретим наших зрителей, хотя сомневаюсь, что они еще здесь будут в это время года, так скажем, но посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы нас смотрите только... Перед тем, как сюда приехать, на вас смотрели. Очень часто смотрим ваши ролики. Нам понравилось. Так, вы отдыхаете в Орджоникидзе или живете здесь? Нет, отдыхаем. Уже собираемся домой. Как вам ваш отдых вообще прошел? Расскажите, Отлично. пожалуйста. Все дни теплые были. Все, ну ничего страшного, немножко от солнышка тоже отдохнуть надо. Ну да, так, а на какие пляжи ходите в основном? Здесь много пляжей так разных. На основном, потом за мысом. Ходим на дикий пляж. Там нам нравится глубина. Здесь очень мелко, песочек, для деток замечательно. А вот на диком пляже, где мало народу, там глубина хорошая, отлично все видно. В общем, комфортный отдых у нас в этом году. И ходили вот где ступенечки на гальку. Агатово. Но там не очень понравилось, потому что это камни эти Скользкие, да. Да, скользкие. Вот некомфортно заходить в воду. А так вообще отдых чудесный, место отличное. Вода А вы первый раз в Крыму или уже раньше отдыхали Первый здесь? раз вообще, Первый раз. И да. выбрали именно этот поселочек? Именно это. А да. где-нибудь еще Дороги катались? смотрели и поехали Ага, сюда. понятно. Были в Феодосии, были в Коктебеле, но понравился Орджоникидзе. И мы посмотрели предварительно все ваши ролики, нам понравились отзывы, как вы все проводите. Да, Так, а что вы собирали, расскажите нам. мы Покажите. собирали боярышник. Вот Боярышник, покажем, а ну. да. Здесь очень много диких Так, деревьев. стойте, Он, боярышник. кстати, в Крыму очень мясистый, такого у нас нет. Мы из Воронежа. Из Воронежа, Да. ага. То есть вы с собой заберете его, С да? собой, вот видите, руки какие. Да, идем гуляем теперь. Да. Так, если не секрет, почем жилье здесь снимаете? Не секрет, 1300 в сутки. За номер. Со всеми Да, удобствами в номере? Со всеми. Кондиционер, телевизор. Только боярышник не Очень носит. чистый новый дом. На 3-м этаже живем, 4-этажного дома. Отлично. А до этого места далеко он или нет? Нет, до на моря? 5 минут. 5 минут, ну Может вообще быть, даже идеально. знаете, такой гостевой дом «Сафар». Нет, я здесь особо домов таких стих не знаю, так по Ну, набережной рекомендуем, прогуляться. очень хорошее жилье. Нам очень понравилось. Ну, в сезон подороже, Да. а сейчас уже со скидкой. Да. Так, что еще? Где питаетесь? Сами готовите или в кафешке ходите? По-разному. По-разному. Нам очень нравится, что здесь на набережной, вот в Лазаревском, отдыхаем под Лазаревским, там кафешек очень мало, а здесь все вдоль набережной. Идешь вечером в любой, заходишь, цены умеренные, хорошо, вкусно готовят. Недорого, да? Недорого. Само Владимир, на поселке. Мы там в Волконке под Лазаревским живем, да. А здесь вот все доступно, цены хорошие, очень гостеприимные люди здесь, хозяева и гостиниц, и столовых, и кафешек. Очень хорошо, качественно. Так, еще приедете в Крым на следующий год? Обязательно. Теперь только здесь. Но не обязательно в Орджоникидзе, захочу везде посмотреть. Понятно. поездить, да. Ладно, давайте хорошего отдыха, до свидания. Спасибо, До свидания. очень хорошо, что встретили вас. Удачи! Вот так, друзья, такая случайность, только начал снимать видеоролик. Здесь уже мои зрители, мои подписчики отдыхают здесь. Говорили, были в Феодосии, в Коктебеле, понравилось больше в Орджоникидзе. Мне тоже очень нравится этот поселочек. Ну, в общем, пойдемте смотреть набережную. Как видим, сегодня на море небольшое волнение. У нас тут тучки появились. Но ничего, сейчас, кстати, уже 5 часов вечера, поэтому, друзья, уже через часик будет закат солнышка. На фоне у нас открывается шикарный вид на Карадаг. Оттуда экскурсия у меня уже была, но я туда еще разочек попаду. В общем, друзья, Орджоникидзе мне действительно очень-очень нравится поселочек. Смотрите, солнышко немножко нам показалось. Ладно, пойдемте дальше. Смотрите, это набережная. Но, скажу, набережную подмели. Все выглядит довольно-таки чисто. Здравствуйте, да. Здравствуйте, мы вас видим. Вот смотрите тоже нас? Да. Так, а вы сами откуда? Расскажите нам. Из Москвы. Из Москвы. Вся Вы- Москва разрушена, осталось только Тушино. Так, вы первый год отдыхаете в Крыму или же раньше отдыхали? Нет, у нас здесь есть свое жилье. А, в Орджоникидзе, да? Ну тогда вообще вам круто. Вот,
вот в этом райском месте есть свое жилье. И у нас, и у... Да. Тогда А вы как откуда? местный, мы из Откуда вы? Судака. Откуда вы? Из Судака? Тогда как местные, расскажите, где здесь самый лучший пляж в Орджоникидзе? Куда вы ходите Под купаться? седлом, но там только до 2 Еще раз, часов. где? Под седлом. Это где? Ну, С той там стороны, да? Солнце только до 2 часов дня, а потом Ага. гора, солнце 2 часа. Нам и здесь нравится. Центральный. Ну, здесь центральный такой, мелкий, говорят. Агатовый пляж есть вот за той горой. Так, а вы приезжаете только на бархатный сезон, либо все лето здесь отдыхали? А вы знаете, как карта ляжет? По-разному, да? Как карта ляжет. А зимой вообще бываете здесь? Зимой однажды была в декабре. Волны ходили, пятиэтажный дом, черный, страшный. Вот сюда. Аж до сюда достают. До сюда стоит, да. Понятно. Так, а вы местный житель? Почти местный, но я с Киева, с Украины. Ага. Мы ищем местно узнать, чем они занимаются зимой Мы здесь. местные. Чем? Ну как, я зимой Работа бываю. есть какая-то здесь вообще? Сидит Я не молодой местный. человек черненький. местный. Я Москва. А я И что он? А вот он сидит, смотрите, вот черненький человек сидит, черненькая головка. Его зовут Сережа. Ага. Вот он местный житель. Здесь родился. Из Судака. Рекомендую взять у него интервью. Ну, блин, стесняемся. Ну, сейчас подойдем. Мы вас зимой видели. Вот А там вы вот, где вышка, мы куда купались сегодня зимой в пойдем январе. репортаж? Я видел. В YouTube. Ютуб. Открывал, я открываю в Ютубе, смотрю. А? Вы зимой купались. Да-да-да, Где вышка. купались здесь. Молодцы. Подпишитесь там на канал, если найдете вдруг. Ладно, давайте, до свидания, спасибо вам. Блин, друзья, вот так, Орджоникидзе только приехал, тут уже все мои зрители, оказывается. Люди вот тут уже моют тапочки. Смотри, сейчас волной накроет, текайте! Но здесь, конечно, шикарный просто вид. Посмотрите на это небо, на этот вулкан. Вон мы с Хамелеон вдалеке видим. Ладно, идем к местным, не будем стесняться. Здравствуйте. Вы местные жители? Да. Это такое небольшое интервью. Вот узнать, чем местные жители занимаются здесь зимой. Ну, диван на спине носит. И все? Вообще работа есть какая-нибудь? Какая работа? А что, пенсионер. Вообще-то мы на пенсии, да. Ага, ну а молодежь чем тут занимается? Или уезжают все, стараются уехать? Ну, стараются вот в городе, там шабашки всякие ищут. Так, подработки называют. Да, основной работы такой, в принципе, ну, нету. откуда здесь Скажите, работа? пожалуйста, слышал, какой-то там завод есть по производству каких-то там лодок или чего там? Гидроприборов? Что? Там разруха уже давно. Разрушился? Конечно. 2 завода, гидроприбор, гидроаппарат. Да-да-да. При коммунистах было. И уже не Весь функционирует. поселок работал там. Все. Там уже все, разруха. А попасть на территорию можно туда или нет? Нет, там запретка. Запрет? Вот сразу. Значит, работают Вот же. этой горой. Нет, тут есть где-то объявление, экскурсии. проводят. Экскурсии туда водят, да? А там под пещерой какие-нибудь есть что-нибудь такое или нету? Там эти, при коммунистах там делали эти самые, торпеды производили. Ага. Потом еще эти самые, подводные лодки, перископы. Перископы. Перископ называют, да. Понятно. Ну ладно, спасибо вам. До свидания за информацию. Так, тут еще наши зрители. Здравствуйте, вы тоже блогер? Так, а вы нас смотрите, да? Я вас... Нет, давайте, расскажите нам. Вы отдыхаете или живете здесь? Нет, мы отдыхаем. А сами откуда? Как вас зовут? Муром. Муром, а зовут? Лариса. Лариса, так расскажите, чем вам нравится этот поселочек? Ну, здесь часто море бывает спокойное, чисто. Если в Феодосии штормит, то здесь спокойно бывает. И вообще здесь уютно. А на какие пляжи ходите купаться? На центральные или какие-то там дикие? Ну, мы везде были. В И принципе, где больше мы всего уже не понравилось? Ну, здесь хорошо. Вот потом, я не знаю, там какой-то там... Агатовый. Ага, ну вот за горой, я не знаю, под седлом, что ли, называется. да-да-да, как слышал тоже такое. Хороший пляж, да. Так, если не секрет, На Меганоме мы отдыхали. почем тоже. снимаете жилье? Вот сейчас, в данный Мы период. в Феодосии, мы не А, вы в здесь. Феодосии приезжаете сюда купаться, да? Да, мы на Понятно. машине. Ладно, давайте хорошего отдыха, до свидания. Спасибо. Давайте я с вами сфотографирую. Ну давайте, фото на память. Камеру. Сейчас, маленько. Ладно, всё, спасибо. Все, вам спасибо, до свидания. Вся ваша. Хорошо.
В общем, друзья, те, кто любит спокойный вот такой отдых вдалеке от городской суеты, то однозначно вам стоит приезжать на отдых в Орджоникидзе. Не знаю почему, но прям такой душевный поселочек, мне здесь прям очень-очень нравится. Неоднократно об этом говорил. В первый раз, когда сюда приехал, просто в него влюбился. Сейчас мы уже движемся в сторону набережной. Покажу вам, как там пляжик. Люди вон купаются в море. Подснимем их, спросим, как водичка. Если, конечно, нам они ответят. Но вид отсюда шикарно. Что солнце должно выйти. Я очень на это надеюсь. Ну что, друзья, вот так в последние деньки люди отдыхают, наслаждаются Крымом. Скоро уже все разъедутся. Мы сюда снова же приедем зимой. Будем здесь тоже купаться, как и прошлой зимой. Мы-то купались в самый холодный день в году был в Крыму в тот день. Это было, не помню, февраль был, какое-то число февраля. Это была минусовая погода, и мы купались в море. Нас по новостям еще показали. Кто не видел репортажи, смотрите прошлые репортажи из Орджоникидзе. Видеоролик попал в новости. Было прикольно, кстати. Ну, смотрите, здесь контингент в основном это взрослые люди, пенсионеры. Ну, потому что что им еще нужно? Солнышко, недорогое жилье, недорогое питание. И, в принципе, их всех здесь все устраивает. Люди приезжают, отдыхают. Здравствуйте. Вы тоже наши зрители? Да, тоже ваши. Так, как зовут вас? Вы откуда? Я Виталий, Татьяна, из города Чехова. Ага, вы первый раз в Крыму отдыхаете или уже отдыхали? Не, отдыхали. Именно здесь? И в Орджоникидзе отдыхали, в Морском отдыхали, в Канаке отдыхали. Ага. Вчера смотрели вас, как вы ходили Спасибо. на Карадак. Так, почему выбрали Орджоникидзе? Самый такой потише поселок. Спокойный, да? Классный, Для хорошего спокойный, отдыха. да, для отдыха. В этом году погодой повезло. Вообще. Так, если не секрет, жилье почем снимаете? 1,5. Это номер со всеми удобствами, Да, да? со всеми удобствами. Понятно. А на пляж куда вы ходите? Вы купались, смотрю, да? Да, купались. Вот На центральном. Песчаный, на центральный пляж. Как водичка? Водичка хорошая. Сегодня немножко шторм. Ну, хорошо. Хорошо, понятно. Ладно, спасибо за небольшое Рады интервью. были, да. Я тоже рад видеть своих Да, зрителей. да. Хорошего вам отдыха. Судаку привет большой. Давайте, до свидания. Ага, давай, до свидания. Мне кажется, что все зрители мои приехали отдыхать в Орджоникидзе. Так, здесь еще вот работает какая-то кафешка. Поставили здесь столики, немножко облагородили территорию. Живые такие цветочки у них. Ну, в общем, прикольно. Тоже какие-то люди уже. Тут даже есть молодые, оказывается. Вот прям здесь уже, смотрите, люди купаются, загорают. Солнышко уже сегодня днем было солнце, но сейчас, друзья, под вечер такие тучки, но завтра передают дождик. Ну, посмотрим, пойдет дождь или не пойдет. Моя аудитория будущая, которая еще на меня не подписаны. В общем, пляж здесь песчаный. Вот я обожаю песчаные пляжи. Здравствуйте. И поэтому мне здесь, скорее всего, из-за этого и понравилось. Сам пляж здесь не глубокий. Здравствуйте. Вы нас смотрите или нет? Смотрим. Так, а вы местные жители или отдыхающие? Местные. Ой, расскажите нам да, что-нибудь интересное здесь. Чем вообще народ занимается зимой? Зимой? А тем же самым, чем и вы занимаетесь, занимались этой зимой? Ничем. А молодежь, тут есть что-нибудь, куда сходить зимой? Какие-то кафешки открыты или нет? Или Здесь- все закрывается? Здесь практически все закрывается. То есть зимой Ну, так? одна-две, так вот, Володя, легально работают. Ага, остальные на все берегу. закрыты. Остальные А все в плане работы? Какая-то постоянная работа здесь есть или? Все Феодосии. Я работаю Вы работаете? как на галерах 50 лет. Так, расскажите, как местные, где здесь самый лучший пляж? Куда вот вообще местные ходят купаться? А сюда, На центральной или то на Дикий? на Дикий. Понятненько. На Мне Дикий, ну, понравилось на Меганоне. На Меганоме понравилось? Понятно. О Феодосии мы лучше не будем говорить. Так, рассказывайте, нам нужна правда. Что Да, Феодосия? правда, туда все начнут ходить, а так там никого нет. И там здесь такие пляжи? Да. Ну, блин, ладно, мы потом А про то них узнаем. расскажем, а потом начнут. Так, скажите, пожалуйста, тут какой-то, говорит, у вас завод там есть. был. Что это вообще за завод? Нет, Ну, в той стороне где-то. гидроприбор. Тут вообще в Феодосии было много промышленных предприятий. Уже он не функционирует, Если да? бы тут Нет. все деньги оставались еще в советское время, то здесь был бы, знаете, какой бы курорт? А сейчас Потому куда что деньги здесь идут? громадные военные заводы, все. Гидроприбор, оптика.
чулочная фабрика, табачная фабрика. Табачная даже арматурный есть? завод был. А, сожгли. был. Ну, блин. А щелочный там неизвестно, что делает, магазин. Понятно. Ну ладно, хорошего вам отдыха, спасибо, до свидания. Всего доброго. Вот такой, друзья, Орджоникидзе. Все мои зрители. Тапочки унесло в море, ребятки, спасайте их. Так, сейчас спустимся еще на пляж, к морю поближе, но сначала посмотрим, что у нас на набережной. Пока еще ларьки мелкие работают. Хотя в курортном был, там уже многие закрылись. Вот продают цветы, горную лаванду, все есть. Здравствуйте. Так, вот такая здесь набережная. Солнышко, давай, подсвети нам. Так, пойдемте искать тех людей, которые сейчас в море купаются. Пораспрашиваем у них что-нибудь. В принципе, друзья, под набережную подмели, все чистенько. В урнах, как видим, стоят пакетики, чтобы пакетик взял мусорный и выбросил его. Молодцы. Ничего такого сверхъестественного здесь, конечно, нет. Вот такие шалманчики, конечно, против шалманов таких, которые тентом накрыты, но здесь какие-то игровые автоматы для детей сделали. И загораживают нам вид на море и на этот шикарнейший пейзаж, который открывается вот уже с этого места, смотрите. Нет, еще не открывается, еще эти шалманы. Их нужно ставить со стороны, вот с этой стороны, чтобы они не мешали людям смотреть и наслаждаться вот такими шикарными кадрами, пейзажами. Так, здесь такой пляжик у них есть. Как видим, волейбольная сеточка, друзья, можно поиграть в волейбол. А давайте к морю здесь спустимся. Нет, давайте еще кафешки посмотрим, что работает или нет. Так, домашняя кухня, столовая работает. Здесь можете приобрести себе портретик, чтобы художник нарисовал вас. Но, как видите, людей уже немного. Сезон закончился, подошел к концу. Так, что у нас тут по ценам? Шаурма 190 рублей, мы с ума сошли. Ой, это дорого, кстати. Так, смотрите, здесь кафешки в основном все работают, как и летом работали. Кафе Бухта Правата. Кстати, эта бухта раньше называлась Правата. И сам поселочек вроде бы назывался Правата, но потом его переименовали при Советском Союзе в честь Орджоникидзе. Камышовый рай. Закрыт. Я не помню, открывался он или нет, потому что я в прошлый раз его снимал, он был закрыт. В этот раз он закрыт. Возможно, летом он и нет, работает. Вон вывеска висит, что чебуречки были. Ладно, давайте спускаемся к пляжу. Да, пойдемте смотреть на пляж. Вот та вышка спасательная, на которую мы уже с вами залазили неоднократно. Сейчас спросим, как водичка у мужчины. Здравствуйте. Как водичка? Теплая? Ну, вот, люди говорят, что вода теплая. Но сам центральный пляж, друзья, он мелкий, подойдет идеально для отдыха с детьми. Как видим, здесь какие-то волны побольше уже стали. Возможно, завтра уже и шторм будет хорошенький. Смотрите, вышку не поднимает здесь случайно. Спасательная вышка, чтобы наблюдать за отдыхающими. Здесь прокат можно было взять у нас катамаранчик, покататься на нем. Кстати, тут тоже, смотрите, водоросли есть на пляже. После видео Черноморского мне написали, что водоросли якобы лечебные. Какими лечебными они свойствами обладают, пожалуйста, кто знает, напишите нам в комментариях. Но здесь довольно-таки много водорослей, друзья. Вот на диком пляже, когда мы были, там вообще было чистейшее море. Водорослей таких не было. Посмотрите на эту красоту. Просто можно смотреть на это вечно. Я уже не дождусь, когда будет зима, когда будет солнце садиться не вон там за горами, а в море. Зимой солнце садится в море, и тогда получаются самые красивые закаты у нас. Обязательно все это буду вам показывать. Зимний Крым. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить Зимний Крым. Вам никто его таким не покажет, друзья. Здравствуйте. Как водичка в море? Хорошая? Говорят, мокрая. Так, мы уже подходим к концу, можно сказать, центрального пляжа. Ну нет, друзья, ну это красота просто. Ой, собачка такая. Еще есть шезлонги. Кстати, уже нет
того количества шезлонгов, которые здесь летом, когда весь пляж заставлен, конечно, не прикольно. А сейчас пляж полностью свободен. Вот 4 шезлонга стоит и все. Мыс называется Кий-Катлама. В переводе переводится как прыжок козы. Говорят, что на нем раньше была какая-то крепость, но до наших времен она не сохранилась. И уже за этой горой, получается, там находится тот самый завод. Но туда не пройти. Говорят, что туда водят экскурсию. Нужно поинтересоваться, кто вводит экскурсию, и нам сходить на экскурсию. Ну, друзья, посмотрите, красота неимоверная. Просто слов у меня нет. Вон дети, смотрите, где купаются, им там по пояс. Глубина. Море потише. Так, давайте зайдем на этот причал. Конечно, волны нам позволят это сделать. И посмотрим на море поближе. Смотрите, здесь уже водорослей нету. Чистый песочек. Так, забегаем, пока волна не дошла. Воу. Блин, он мокрый, значит волны до такой высоты доходят. Ух, друзья, как же здесь красиво. Но я думаю, вы сами все видите, хотя камера вам этих цветов все равно не передаст, которые я вижу своим глазом. Поэтому не знаю, как вам передать всю эту красоту. Но действительно, шикарно просто. Такие закаты я обожаю. Вот здесь сам уже поселочек находится. Вот так выглядит центральный пляж. Ой, волны потише. Воу. Очень красиво. Ну что, друзья, я думаю, что нам нужно запустить наш квадрокоптер, подснять немножко видео с квадрокоптера. И будем с вами прощаться. Следующий видеоролик уже выйдет завтра в 18:00. Ой, поэтому подпишитесь на канал, чтобы его не пропустить. Ну а с вами был я, Александр Михаленко, из замечательного поселочка Орджоникидзе. Как же я его люблю. Всем пока, встретимся завтра.
друзья, не сдержался и решил зайти в водичку, искупаться, несмотря на то, что есть волны на море, но мы должны с вами окунуться в это море, как будто зимой. Никто сейчас не купается. Ну, друзья, закат. Или не будем купаться, нырнем. Просто у меня ни полотенца, ни одежды, чтобы переодеться, ничего нет. И я в Орджоникидзе уже вечером нахожусь. Весь песочек поднимается с дна. Но посмотри на этот закат, шикарный, друзья. Ладно, ныряем. Кто, если не Александр Михаленко, пока... тут глубина прям резкая, покажет вам купание на закате. Еще небольшой шторм, но он становится, что, друзья, очень большим. Волны поднимаются. В общем, подписывайтесь на канал, потому что таких кадров вам больше никто не будет купаться в море во время шторма. Это небольшой накат волн, нельзя назвать штормом, но это очень круто. Думаю, ролик получился шикарным. Вы прям обязаны поставить ему большой палец вверх. И, конечно же, подписаться на канал, потому что зимой мы тоже будем купаться вот так. Смотри-ка, волна. Друзья, это просто круто. У меня слов нет, как вам это все передать. Кстати, глубина здесь мелкая, мне по пояс. Там было глубже в начале. Здесь видно, песка намело, посмотрите. Вон волна идет большая. Давайте на волну. Друзья, идет гигантская волна. Камера, скорее всего, не передаст этого, но волны тут больших поднимаются, оказывается. Друзья, ждем вот эту следующую гигантскую волну. Посмотрите, она большая. Просто. Накрывает все. Вот это очень крутое купание.